Медсестра Элли со своим добрым сердцем и неутомимым духом работала в отделении интенсивной терапии, который был подобен микрокосму жизни и смерти. Каждый день она встречала и сталкивалась с пациентами, находившимися на грани между этими двумя состояниями, в мире, где надежда и отчаяние переплетались в затейливом танце. Для нее это была не просто рутина, а глубокая возможность внести свой вклад в жизнь тех, кто нуждался в помощи, исцеляя души и тела тех, кто переживал самые трудные моменты. В тот день, когда окружающий ее мир казался особенно серым, мрачным и полным неопределенности, ее внимание привлек один из пациентов по имени Джейкоб. Он находился в глубокой коме уже более 4 месяцев, и его шансы на выздоровление, казалось, ускользали с каждым днем, как песок сквозь пальцы. Элли, внимательно следя за состоянием Джейкоба, в какой-то момент заметила едва уловимое движение его пальцев. Это движение могло быть легким рефлексом, но в ее сердце закралась надежда. Возможно, это был осознанный жест, по которому можно было судить о возвращении сознания. Волнение охватило ее, как будто она чувствовала, что этот момент может стать поворотным. Она поспешила к телефону. Ее сердце колотилось в груди, когда она набирала номер лечащего врача, доктора Райана. В своем голосе она не могла скрыть дрожи, когда описывала странное поведение пациента, акцентируя внимание на том, что это движение было совершенно не характерным для его состояния, как будто звезды вдруг сошлись в этом одном моменте, чтобы поведать о чуде. Доктор Райан, услышав ее рассказ, быстро собрал группу врачей и медсестер, и вскоре все они прибыли в палату Джейкоба. Проведя срочные нейрофизиологические тесты, они начали внимательно изучать мозговую активность и вскоре были шокированы, обнаружив, что существует слабая, но стабильная мозговая активность. Это открыло перед ними двери, о которых они давно не дерзали даже мечтать. Данный факт вызывал не только научный интерес, но и тревогу. Если сознание Джейкоба начало возвращаться, то какие факторы способствовали этому пробуждению и почему именно сейчас, после столь долгого нахождения в коме? Эта неразрешимая загадка угнетала их ученые умы, заставляя их искать ответы на вопросы, которые могли изменить их представление о жизни и сознании. В течение следующих дней Джейкоб продолжал демонстрировать новые признаки пробуждения. Элли с нетерпением ждала каждого нового момента, когда он показывал мимические реакции, немного поднимал уголки губ в ответ на ее вопросы и малейшие движения головы, подтверждающие поползновение к коммуникации. Каждое его движение, даже самое незначительное, наполняло ее душу надеждой. Она знала, что ее задача – продолжать искреннее общение с ним и поддерживать его в этой нелегкой борьбе. На ее решение попробовать использовать символы вдохновила ее вера в силу общения. Она положила рядом с ним блокнот и маркер, размышляя о том, что даже самое простое взаимодействие может стать началом новой жизни для Джейкоба. На 3-й день Джейкоб начал медленно писать, и его рука, словно в борьбе с самим собой, управлялась с маркером. Сначала буквы были неразборчивыми и бессмысленными, но вскоре начала вырисовываться последовательность. Координаты, которые казались имеющими значение. Каждая буква, появлявшаяся на странице, была подобна маленькой победе, которая возносила Элли до небес. Она не могла сдержать улыбку, когда показала записи доктору Райану, который, увидев это, внезапно изменился в лице. Координаты указывали на заброшенное промышленное здание на окраине города. Это открытие поразило всех и перевернуло представление о ситуации. Доктор Райан немедленно подключил к делу полицию. Они прибыли на указанный адрес, и ворота заброшенной лаборатории открыли перед ними совершенно другой мир. Серая и пыльная старая подземная лаборатория, закрытая десятилетиями ранее, вызывало мурашки и возбужденное ожидание. Здание выглядело как реликвия минувших времен, однако в воздухе витали тени тайны и заброшенности, чья давняя история была скрыта под слоем пыли. Полиция, осматривая залитые полутенью коридоры, обменивалась взглядами.
Здесь все было настолько неопределенно и интригующе. Внутри было темно, а в воздухе стоял запах ржавчины и старых химикатов. Они решительно и настороженно двигались вперед, найдя массивную стальную дверь, крепко запертую изнутри. За этой дверью находился мужчина. Потрясенный и растерянный, он не оказал сопротивления, когда его задержали. Офицеры с сердцами, полными тревоги и удивления, открыли дверь. Внутри обнаружилась совершенно необычная сцена. К их ужасу и трепету они нашли подростка, девочку лет 13, истощенную, с большими испуганными глазами. Она сидела в углу, сжимающая руки от страха и, не произнося ни единого слова, искала защиты. Ее срочно доставили в больницу, а словно вахта времени, коготь ужаса вновь обрел свою мрачную власть. У всех возникло множество вопросов. Кто она, как она здесь оказалась и какие ужасные события привели ее в это место. С помощью следователей и врачей вскоре выяснилось, что Джейкоб и его дочь, девочка по имени Мэдди, были похищены год назад. Шокирующий факт. Мэдди удерживалась в подземном комплексе, в клетке страха, отрезанной от всего мира. А ее отец Джейкоб, оказавшись в смертельной ситуации, сумел сбежать, но, к сожалению, попал в аварию и впал в кому. Перед тем, как потерять сознание, он записал координаты места, где находилась его дочь, в надежде на спасение и возможность быть вновь с ней. Когда эта мечта превратилась в реальность и надежда заиграла яркими огнями, вера в лучшее снова обрела силу и значение. Мэдди с крошечной истерикой в глазах быстро восстановилась в больнице. Каждая секунда пребывания рядом с врачами и заботливым персоналом приближала ее к восстановлению. Тем временем Джейкоб, словно почувствовал, что его дочь в безопасности, начал выходить из комы. Врачи били в тревожные колокола, когда стали свидетелями настоящего чуда. Связь между отцом и дочерью оказалась столь сильной, что преодолела даже безмолвие и паралич. Когда Джейкоб, сделав медленный и неуверенный вздох, наконец открыл свои глаза, первый его взгляд встретился с взглядом дочери, которой он мечтал увидеть. Она, дрожащая от волнения и радости, стояла у его постели и вдруг заплакала, обнимая своего папу, словно пытаясь заковать в себе всю ту любовь и заботу, которую она хранила в своем сердце. Этот момент, наполненный глубокими чувствами и нежностью, вызвал у Элли слезы радости. Она стояла в сторонке, всего лишь медсестра, но понимала, что этот момент, этот миг торжества – это результат ее преданности, упорства и веры в человеческую силу. Все, что она сделала, казалось, наполнило ее душу светом и невероятной благодарностью. Семья, наконец, была снова вместе, и эта встреча наполнила их сердца радостью и теплом даже в самые серые моменты жизни. Для всех присутствующих это не просто было возвращение из комы, это было возвращение к жизни, полное надежд, мечтаний, новых воспоминаний и бесконечного потока любви, который они смогут поделить. Элли вдруг поняла, что каждый ее день на работе, каждое вмешательство, каждое простое желание помочь – все это не напрасно. Именно в такие моменты она чувствовала свою истинную ценность как медсестры, как искреннего человека, очевидца чуда. Когда Джейкоб и Мэдди воссоединились, врачи и медицинские сестры понимали, что это не просто успех их работы, а настоящая победа человечности. Это было не просто возвращение из комы. Это было возвращение к жизни, полной возможностей, радостей и воспоминаний, которые они смогут создать заново. На глазах Элли от счастья заблестели слезы, когда она поняла, что фактически была частью этой удивительной истории о спасении, любви и сопричастности, которая укрепила ее собственной основой веры в людей. Эта история Джейкоба и Мэдди стала символом того, как любовь может преодолевать любые преграды, будь то время, расстояние или даже физические ограничения.
Она стала ярким напоминанием о хрупкости человеческой жизни и о том, как даже в самых безысходных ситуациях надежда может найти путь. Дорогие друзья, эта история не просто рассказ о трудных вызовах в медицине. Это история о любви, вере и стойкости, которая преодолевает тьму. Она напоминает нам всем, что каждый новый день – это еще один шанс начать с новой страницы. Жизнь полна волшебства. Если вы нашли вдохновение в этой истории, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и всегда помните, даже самые маленькие поступки могут привести к великой перемене. Благодаря связям между Джейкобом и Мэдди, а также поддержке тех, кто помогал им, можно лишь мечтать о том, сколько еще чудес ждет впереди.